Приветствую, друзья! Не так давно мы с вами уже говорили о достаточно интересной трибридной модели KZ-ZEX. Обсудили, как говорится, и забыли. А вот известный западный блогер Кринекл решил воплотить в них свою мечту относительно недорогих наушников с хармановской настройкой. Ну и как результат мы видим две совершенно одинаковые модели под названием KZ-ZEX Pro и KZ Кринекл Sirén. Сегодня с ними подробненько и разберемся. Собственно, поехали! Ну а раз уж бывает два варианта, внешний вид упаковки и самих наушников у них незначительно, но отличается. В случае KZ-ZEX Pro это стандартная для KZ коробка со схематично изображенной моделью и подробным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 25 Ом и чувствительность 104 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, небольшую инструкцию по эксплуатации и две пары белых силиконовых амбушюр разного размера. Кабель тут, друзья, из самой последней ревизии с L-образным пластиковым штекером, плотными заушинами и соединением на вилочных QDC-коннекторах 0,75 мм. Собственно, как и у всех КЗ. Аппаратура показала его сопротивление равным пол-Ома. Сами чашечки выполнены из полупрозрачного пластика, сквозь который нам прекрасно виден 10-мм динамик, электретный драйвер и высокочастотная арматура 395. Звуковод здесь металлический, с выступом для фиксации амбушюр и защитной металлической сеточкой, а вся внешняя часть прикрыта металлической пластиной с логотипом компании и одним вентиляционным отверстием. Выглядит все это неплохо, да и в ушах сидит тоже достойно, но большего за их цену и не требуется. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более длинный относительно нормы импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 98 миллисекунд без каких-либо возмущений даже в области низких частот. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с пологим таким заходом на середину, затем идет немного несостоявшаяся имитация ушной раковины. Для нее пик должен быть на 5 кГц, а тут что-то не дотянули. И хороший такой пик на 7,5 кГц, возвышающийся над всем графиком аж на 5 дБ. То есть хороший такой получился подзвон. Итогом же график нам дотянули примерно до 18 кГц. Дальше уже слишком заметно идет перепад частот. На измерениях Кринекл пик увели примерно на 8 кГц. Это сделано, кстати, намеренно для уменьшения его по амплитуде. Но чтобы такое провернуть в реальности, вам придется целиком запихнуть амбушюру себе в ушной канал вместе с половиной наушника. То есть налицо попытка выдать желаемое за действительное. По подаче, как говорится, я ждал гораздо большего. По факту звук получился неестественно зажатый, скучный и с легким таким подсвистом на верхней середине. Почти как вот этот суслик из новых приключений Винни-Пуха. Не то чтобы прям совсем плохо, но однозначно до $30 такое звучание явно не дотягивает. Отчего ими сейчас буквально забиты все местные барахолки. Да, многие ждали чуда, верили в хармановские графики, однако и чудо получилось не совсем то, и Харман не совсем тот, который хотелось. Отсюда очевидный урок. Графики графиками, но этого для сколь-либо полновесного описания звучания явно недостаточно. Об этом же нам говорят практически все труды по психоакустике. Слушайте ученых, друзья, а не блогеров, вот мой дельный совет. Сравнить же героя обзора хочется с наушниками, которые стоят почти в 2 раза дешевле. Это CCA-CRA. Причем на их фоне творчество Кринекл проигрывает мгновенно и бесповоротно. У CCA-CRA больше нижнего и среднего баса, а также лучше выразительности передачи эмоциональной составляющей трека. ZEX Pro ближе к нейтральности и сухой аналитичности. У них меньше веса на низах, а глубина присутствует в основном за счет саб-составляющей. Верхняя часть неприятно так подзванивает, у вокала недостаточно энергии, да вообще слушать это, откровенно говоря, скучно. Настолько слабых наушников я давно уже, друзья, не встречал. Нет, приноровиться к ним, конечно же, можно, особенно если по уму задействовать эквалайзер. Однако это будет не простая коррекция низа, верха или пика на 7,5 кГц, а всего этого в совокупности. Что вообще ставит под сомнение целесообразность данной покупки. Слишком уж зажато, пресно и неестественно. Может, кто ищет именно такой звук, но это, друзья, без меня. Да, согласен, лютого кошмара тут, конечно же, нет. Видали мы и более жуткие эксперименты, хотя
хотя и хвалить КЗ Crinacle Sirene особо не за что. По стилистике и источникам модель, на мой взгляд, всеядна. Чем-либо изменить их характер лично у меня не получилось. Кто любит такое отстраненное, подсушенное звучание с подчеркиванием саб-составляющей и перкуссии, милости просим. Однако модель получилась очень спорной, и на ее фоне я скорее рекомендую прикупить себе те самые CCX Ray, которые при ценнике в $14 отыгрывают каждую вложенную в них копейку и заметно превосходят героев обзора по музыкальности и отработке материала. Как плюс, тут нет каши на скорости, более-менее детализация и корректно строится сцена. Без особого ухода в глубину, но хотя бы вокал не налезает на аккомпанемент. Итогом трибридные внутриканальные наушники KZ Crinacle Sirene, они же ZEX Pro, сидят очень даже неплохо выглядят, кабели насадки к ним положили вполне нормальные, жалко звучание подвело, слишком уж получилось скучно, плоско, невыразительно и рисковато на верхней середине. Мне эта модель не очень понравилась, я такое, друзья, не люблю. Обидно, что прямо-таки лютых ошибок тут нет, просто неестественно сухой такой зажатый звук. Для тяжа более-менее можно рассматривать, а вот там, где нужна музыкальная выразительность и эмоции, скорее всего, нет, слабовато. А на этом у меня все. Это была динамическая модель KZ ZEX Pro. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.